Так, ребятки, всем привет-привет. Что, как у вас дела, рассказывайте, все такое. И мне нужно буквально еще минуточку. Мне тут бесплатный скинчик подогнали от моего подписчика. Сейчас мне Марк что-нибудь такое интересное закинет. Там очень прикольный скинчик на Некра. Сейчас я быстренько проверну вот эту вот всю махинацию. Потому что я, когда винду переустановил, у меня аукцион, по-моему, скинулся, если не ошибаюсь. Где вообще аукцион тут? А, вот аукцион. А, прикиньте, у меня тут подвязано все. Окей. Ща мы быренько провернем в аукционе тут всякие вещички и все, и погнали сразу рандом будем фармить. Так. Нам-нам-нам. Как у вас дела? Как всегда, ты как? Да, потихонечку. Потихонечку, понемножечку. Единственное, что опять надо по врачам будет пробежаться, но это такое уже. Я надеюсь, все нормально будет с этим. Так, вот этот. Какой у вас уже ранг, а? Сегодня раскрываем скрытопул. Если получится, то почему бы и нет? Ладья 1. Но у меня пока что ладья 7. Кстати, Сергей, привет-привет. Мажоры в чате, ребята. У нас мажорики в чате. Сори, я тут сразу так, знаете, вник сразу в аукцион, все такое, и забыл поздороваться со всеми на ютубе. Сейчас пойдем будем расчехлять не только скрытый пул, мы и бога рандома, знаете, вскроем по полной программе. А кто помнит, как... А, сейчас я найду. На аукционе я где-то помню. Я помню где-то на аукционе... А, вот, все нашел, где английский включить. Вот. Все. Мне там уже такую каточку на комментирование прислали. Боже, ребята, там топ-100, грубо говоря, мира были. Один человек, как минимум, там с топ-10, ну, топ-1 мира был раньше. Где он тут? Я сейчас его, если найду, то покажу. Вот он, вот он. Вот этот паренек раньше был топ-1 мира, и, короче, имба. Против него каточку мне скинули интересненькую. Какая у вас там температура уже в городе? Рассказывайте. Потому что у меня она очень жаркая. Очень жаркая. Сейчас, ребята, еще секундочку и все так. Пис. Не понял.
Вот, ЧСПИС. Так, где некор? Нужен некор. «28, ну дожди херачат». Блин, знаешь, мне бы лучше 20, чтобы дожди прям так люто-люто были. Так, сейчас я почти нашел. Так, как он там называется? Скарлетт. Сколы Варлок он называется. Или подожди. Скарлетт Риппер. Везерет. Так, а какую ставку там? Десять, да? 10. Какой у тебя макс ранг был? Что-то там около 1500 рейтинга у меня было. Сейчас я открою свою статистику, ну, чтобы было просто нагляднее. Но ты должен понимать еще, что я же играю на контент, я же не играю на конкретно вот рейтинг. Я играю тупо на контент ради развлечения, все такое, что было интересно. Поэтому у меня и статка такая себе, если быть откровенным. То есть вот такая вот у меня статка в прошлом сезоне была. Вот. 127 игр, 3.1 средний рейтинг, побед 44. Вот такой вот. Потом такой у меня был рейтинг. Потом, соответственно, такой. Потом вот такой. Ну, а потом вот. Самый большой рейтинг, так сказать. А в прошлом сезоне вот такой вот. Так, сейчас, секундочку. Сильнейший. Да какой там сильнейший? Ну, ты давай не перегибай, ну. На самом деле в этой игре нет такого понятия, как сильнейший и тому подобное. Ребят, сори, что такой старт сейчас. Ну, буквально секундочку осталось. Последние вот штрихи, и вы сами увидите... Вы слышали, как я сказал слово штрихи? Короче, последний штрих. Сейчас вы увидите две внешки классные, которые мне Марк только что подогнал. На самом деле, типа, в этой игре по поводу ранга, ну, я на самом деле не вижу смысла прям упарываться в рейтинг и все такое. Вообще не вижу смысла. В этой игре надо просто кайфовать от игры. Собирать что-то. Так, ща. Я вот на самом деле пытаюсь максимально играть не на мете, но типа... Опа! Смотрите, какой у меня некор. А? 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 Боже, как он обалденно выглядит. Вау. Бауржан Юсупов, привет-привет. Смотрите, какой некор. А, обалдеть, где он его взял? Он две внешки мне такие подогнал. Ну, это Марк мне подарил. Подписчик.
Обалдеть. Ля, какая моща. Кайф. Familiar smell of rust. Is my drink here? Тебе нужно делать такой же самый контент, А, ну, блин, подожди, что-то я неправильно, по-моему, перевел немножко. Подзабыл уже, что как переводить. Вам нужно сделать какой-то контент. А, ну я, в принципе, примерно правильно я перевел. Ну что, ребятки, все, погнали. Раз внешечка такая у меня есть, то значит надо что? Правильно, эту внешечку попробовать отыграть. Хотя, на самом деле, не знаю, получится у меня или нет. Страховые карточки юзаю. Раз я буду что-то экспериментировать и тому подобное, соответственно, нужно страховые карточки взять. Ребят, самый главный такой вот момент, который я хочу сказать, это скажите, какое будет соотношение звука моего голоса и игры. Не будет ли слишком громкая игра, не будет она слишком тихая, может ее чуть громче сделать и тому подобное. Вот. Правильно? Все. Работаем. И спасибо за лайки, ребят. Спасибо. Спасибо, что на стриме сразу поставили лайки. Нас хоть и немного сейчас, но все равно спасибо. Не, ну пока что норм. Надо в течение игры будет сейчас посмотреть, как оно будет соотношение звука и игры. Звука и игры. Просто звука и игры. Дух пятерка, Зевс, нового героя, сразу говорю, я тестировать не буду. Это полный шлак, а не новый герой, типа... Забейте. Спасибо за реакции, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, Марк. Надеюсь, что у меня получится реализовать его. По крайней мере, мне хочется его реализовать, а вот как получится, это уже посмотрим. На самом деле, мне для него что нужно? Он бьет чистым уроном, насколько я правильно помню. Не магическом, поэтому посох третьего тира ему не нужен. А как дарить скины игры? Через аукцион передавать. Да, чистый дамаг. Но получается, тогда нужен только спел призм и аганим. А тогда как же его так получше вот юзнуть? Как же его тогда получше можно юзнуть? Вот в чем вопрос. Ай-яй-яй! Получается, спел призм, аганим и драконий рог нужен. Ой, не того смотрю. Спел призм, аганим и драконий рог. Чистый урон, 535. Угу. Ну, получается, да. Получается, да. Надо клевер. Кстати, мне тут один подписчик рассказал про один баг с вот этим вот, с вот этой вот перчаткой и новым предметом, которые двойные клыки. Но если получится, я вам покажу. Ему нужен рефрешер. О, ну, кстати, да, и рефрешер тоже. То есть, получается, спел призм, боги. Хотя, подожди, под богами у него будет где-то 2,5 секунды КД на способности. Насколько оправданно ему нужен будет рефрешер? У меня аж телефон загудел почему-то. Не понял, почему. Возьму броню. Хороший предмет. Возьму броню, я лучше палку скипну. Понятно. Ну, ладно. Ладно. Что ж. Наверное, нет. Ну вот, если его делать под богами, то и рефрешер, я думаю, ему не нужен. Если делать под богами. Спасибо за реакции. Спасибо за реакции, ребята. Спасибо. Спасибо. Если получится, я вам покажу один баг интересный. Я, конечно, на нем не сильно хочу, скажем так, афишироваться. Потому что это слишком сильный баг, но двойные клыки это прям... Это прям имба. У меня, кстати, есть одна такая каточка, я вам ее покажу после стрима, именно логи. У меня есть запись каточки, но я вам ее покажу после стрима. Вы приколитесь, какая у меня там каточка. Вы просто будете в шоке максимальном. Чтобы вы понимали, мне там на 10 или на 11 раунде упал тролль пятерка легендарный. Но, как я уже ранее говорил, какой бы ты скилловый не был, всегда найдется тот, кто будет намного тебя фартовее.
Потому что мне упал тролль пятерочка, да, я взял себе 10 уровень, и спустя раундов 7-8 я только его смог апнуть в 2 звезды, и то с помощью слез, крови и пота. Я его апнул в 2 звезды, а у чувака на 8 уровне он уже был тоже в 2 звезды. Как-то так, на 8. Без шлема Реса. На секундочку. Как вам? Скилловый, да? Всегда найдется тот, кто будет тебя намного фартовее. Походу, я, кстати, здесь проиграл. Сейчас ракетки, смотрите. О! Оу, май! Александр, привет-привет. Блин, ну у меня пока что неплохой такой вот стол. Кстати, есть суммонер, поэтому перчаточка имбулька. Я хочу, чтобы не упал гоблин. Кстати, есть еще и прикол с пандой. Если панда, короче, суммонит вам легендарную фигуру, то вы за нее бабки не получаете. И из вот этого вот пула она не раскрывается. Тоже такой прикольный моментик. На самом деле, мне эта перчатка так нравится. Я уже миллион раз говорил о том, что эта перчатка очень вкусная, она очень прикольная. И я не устану об этом говорить и твердить, потому что эта перчатка, она на старте реально может очень хорошо помочь, особенно против тебя, когда много суммонеров. И эту же перчатку переделали немножко, она же теперь работает отдельно друг от друга. То есть ты можешь получить 3 перчатки, и 3 перчатки будут работать отдельно друг от друга. Это вообще кайфуля. Так что вот, ребят, сейчас уже каточки вот идут. Скажите, как соотношение звука и моего голоса? Хотел сказать, звука и игры. Эх. Хорошие здесь реликвии есть на самом деле. Нормально все? Ну, отлично. Отлично, я рад. Я очень-очень рад. Может, получится у меня через легендарные фигуры поиграть в этой катке. Норм. Спасибо за фидбэк, ребят. Я просто поставил как бы минус 25, ну вот. Нормальный звук и вебка норм. Отлично. Отлично! Я рад. Я очень-очень рад этому. На самом деле я Хусика так не хочу продавать. Хороший персонаж, но я его продам. Не хочу продавать, но я его продам. Я же уже и запись начал делать по-другому. У меня теперь вебка находится в правом нижнем углу экрана. Что, кстати, рассказывайте, как вы открыли вот этот вот новый сезон? Как у вас по каточкам и тому подобное? Лично у меня первые каточки максимально ужасные были. Я там и в Телеграме писал об этом, и в целом говорил в каточках на записи. Ну и сразу хочу сказать, ребят, кто хочет потестировать нового героя, ребят, не тестируйте это. Это полная шляпа. Это просто, ну... Это просто дичь. Наконец-то. Это мы возьмем. Халявные роллы нам нужны. 6 уровень молодого. Угу. Джаггер. А, ну тут бог Джаггер будет 100%. То есть чел будет играть через Джаггернаута. Бог-жрец 100% будет в этой каточке. Инсектоид уже мылится. Вот уже молодой на инсектоида хочет играть. Джаггер, конечно, мне не нравится. Против Джаггера нужно будет что-то придумывать. А вот что конкретно мы это сейчас посмотрим. В самом деле старт у меня уже хороший. Типа у меня есть 2 фигуры двухзвездочные. Они не пригодятся. Фура он спамит хорошо. А резак просто нормально чистого урона накидывает сверху. У меня винстрик! Обалдеть! Я это даже момент как-то пролюбил. Опять ты, Гвард! Хорошие записи. Привет, привет. Я морально его поддерживаю. Поддерживаю его моральный дух.
Ребята, всегда, когда вы попадаетесь с какими-то знакомыми, то поддержите моральный дух. Я только сыграл 3 игры в этом сезоне, и я люблю использовать Джаггернаута, и я думаю попробовать сделать 6 троллей, 4 бога с трехзвездочным Джаггернаутом в мейн-керри. Ну, на самом деле тебе, ну, может быть, не понравится мейн-керри Джаггернаут, потому что, ну, через 6 троллей, потому что когда же он будет крутиться, он же не будет стакать свою скорость атаки. То есть он получит баф скорости атаки чисто... от синергии. То есть со старта, если он сразу начнет юзать свою крутилку, то идешь ты лесом, грубо говоря. Короче, открыл вайпера через магов, разваливает АМ и Джаггера. Но надо для ТСС найти. Оказалось, без реликвии дно, но на вайпере имба. Реликвия? Какая реликвия дно? На самом деле, те предметы, которые мне сейчас упали, они мне не нужны. Типа вот эти вот все предметы. Я их хочу скипнуть. Типа. Понял. Надо уровень пойти немного еще. Не, ну он когда крутится, он же не будет бить тычкой. И поэтому у него не будет как бы стакаться скорость атаки до максимума. Если до этого он нанесет какое-то количество тычек, то, соответственно, скорость атаки у него будет бафаться. То есть вот так это работает. Не, может, конечно, они что-то сейчас еще и поменяли, это немного по-другому работает. Я не удивлюсь, если что. Блин, а мне надо выходить из инкама, чтобы поставить баф людей. Но я не хочу выходить из инкама, поэтому пока что живем так. Можно было бы богов взять. Но я не уверен, что здесь будет тот, что мне надо. Ну, короче, пока что давайте играть так, как идет. И будем от этого отталкиваться. Я пока что никого блочить не буду. Пока что у меня будет максимально расширенный пул. Потому что, ну, кого... Не, ну, в принципе, охотников можно заблочить, да? Хотя, если там Тайдуха будет, то Тайдуху... Может, убийц. Хотя убийц есть Квапа. Квапа хороший персонаж. Квапу не хочется, как бы, блокать. О, проиграл раунд, кстати. Это 6 убийц. Ну ладно. Проиграл-то проиграл. Ничего страшного. Шмотка для ТЗСа. Не, это имбовая шмотка на вайпера. Wanna try Link game? Strangler vines and deadly nightshade. But nature friendship is magic. Your everyday girl with magic powers. That's me. Думаю, хочу, если убил-то. Вот все остальное хочу ли я убил свой. Ладно, надо идти дальше в уровень, как по мне. Типа я паролил халявную мировую лови, немножечко усилил свой стол. Но это все равно не то. Я, наверное, кстати, в нее закину ману плюс 50, чтобы накидывало побольше. Но... Сейчас, секундочку. Я что-то тупой немножко, не могу что-то перевести. Секунду. Сейчас. Сила переводчика использую. А, все. Значит, я правильно подумал. Я что-то подумал в голове, что я неправильно сначала перевел то, что ты написал, а потом понял, что я правильно перевел. Оу. What is it? Что происходит? Блин, а кого мне теперь скипать? Ладно. Живем. Ладно, мана плюс 50 скип, но может клевер возьму. Смотри, по поводу вайпера и то, что его, допустим, он всех там разрывает и тому подобное. Тебе просто сильный челик не попадался, скорее всего. Потому что этого вайпера, на самом деле, законтрить как 2 пальца об асфальт. Очень легко законтрить такого вайпера. Во-первых, элементарно Дум его законтрит. Во-вторых, элементарно Кунг-Фу законтрит. Марси, на его взятое ЗС, на его скорость замедления вообще плевать. То есть он будет тебя долбить только в путь. Если, допустим, тебе челик попадется на гритера, тоже. Иди сюда, дорогой. Что дает запрет расы или класса? То, что тебе больше не будут падать фигуры, те, которые там предлагают.
Так, я, наверное, халявные роллы пока что буду оставлять. Может, у меня получится на золотых роллах сегодня катануть, правильно? До думчика можно поставить. Так, ну я больше в халявный ролл верю, нежели во что-либо другое. Поэтому пока что оставлю так. Ну да, мне нужно яйцо. А какой с этого плюс? Ну, ты просто лишние фигуры из пула убираешь и повышаешь себе, соответственно, шанс выпадения на нужные тебе фигуры. Не вижу кнопки «Передать на аукционе». Там нет такой функции, что ты можешь передать на аукционе. Тебе... Вот как делает Марк? Он мне говорит, типа, у меня есть для тебя скинчик, типа, выставь какой-либо предмет, который я могу у тебя купить, а ты потом перекупишь у меня, соответственно, поставив ставку на нужный скин. То есть он выставляет, показывает, какой нужный скин мне сделать, я ставлю ставку, по которой я хочу купить этот скин, и он, соответственно, просто берет, находит меня и выбирает то, чтобы купить этот скин. И все, передает таким образом мне скинчик. То есть получается халява. Оу, май, what is... Что происходит? Алло, Gems for researching, Meow, not because it's beautiful. Василий. Вот это вот норм? Это трындец, а не... Ну, какой норм? Может, магический билд? Так там еще комиссия кушает, нет? Ну, там немножечко. Там чуточку. Тут прям грамулечку, знаешь, вот такую вот прям. Ну, что, чисто по губам поводить. Вот так. Не туда пошли мы, ребят, с вами. Не, ну я пока что показываю максимальный скилл в игре. Саня, пора разыгрывать шмотки или пончики. Подписчики тоже хотят подарков. Но у меня пока что нет возможности этого делать, к сожалению. А разработчики не хотят подтверждать, скажем так, то, что предложил я им. А, вот скилл. Куэрти 8 уровень, 6 рыцарей через антимага. Вот это вот скилл. Сейчас он мне так жопу рвать будет. Ну, я продумал, например, сейчас вайпер за 10 минут кушает 0.5. Много. Да ну как сказать 0.5? 0.5 это много? А что ты им предложил? Я им предложил провести... Как это правильно сказать там? Я им предложил... грубо говоря, типа чемпионата, но только от меня. То есть, чтобы там, типа, специальная медалька была, если получится. То есть, чтобы, типа, вот медалька вам стримера. Вы знаете, как есть в некоторых играх, когда есть человек, который стримит, все такое, и разработчики его всячески поддерживают. То есть, предлагают ему то, сё, 5-е, 10-е. Вот. Я им предложил примерно такую же альтернативу, типа, провести какой-то чемпионат, грубо говоря. Вот. Который будет с призовым фондом. Который добывать будет такую специальную особую медальку, но уже несколько месяцев они рассматривают. Хотя я там хорошо расписал им все. Кстати, мне здесь торба. Смотрите, антимаг присосался и до свидания. О, Дум прилетел. Ай, один антимаг или котел в 2 звезды. Конечно же, ну, один антимаг. Но Лина порешала вопрос. Знаете, если я буду играть через магов, то там есть такое тело, как Джаггернаут. Он может меня порвать. Они вообще не ответили или сказали, что рассмотрят? Они сказали, что рассмотрят. И вот уже несколько месяцев рассматривают. Поэтому можно сказать, что они болт положили на это все. О! 2 антимага сюда. Напомни им. Ну, кстати, я напомню, но я думаю, вряд ли. Кстати, вайпер хорошо работает против котла, который не может кастануть ничего. Have you tried Оу! off and on again? А мне нравится такое. Где твое яйцо? Нема! Нема яйца! Мое при себе. 2 моих при себе. Даже реликвии нету яйца. Блин, не, ну можно, в принципе, поиграть. Знаете, что я сейчас понял? Есть же новый предмет, который дает чистый урон. Влавливаете нить, а? 4 бога.
Плюс вот этот вот молодой. Я как-то писал по поводу мастерской Дрода, предлагал сделать новый режим. Описал все, очень полезно бы получился, но они же 2,5 месяца рассматривают. Я говорю, они будут рассматривать всю жизнь. О! Не, ну это имба, это имба, это имба. Need reinforcement? Блин, так что делать? Попытаться контент через вот эту вот панду? Через нефритового генерала. Как думаете? Стоит, не стоит? Пробуем, не пробуем? Стоит? Го? Ну, го. Так. Конечно, стоит. Ну все, погнали, ребят. Значит, отказываемся от всех имбовых сборок, отказываемся от этого вот всего. Просто пытаемся сейчас поиграть через нефритового генерала. Нефритового генерала законтрить очень легко. Я думаю, вы это сами прекрасно знаете, для чего. Там вот, например, уже есть антимаг, 2 звезды у молодого на 8 уровне. И я думаю, сейчас будет четко. А когда не стоит? Ну, например, когда против тебя есть, допустим, вот такой вот антимаг. Я думаю, тогда вообще не стоит. Ну и если, естественно, нефритовый генерал тебе не приходит, тоже не стоит. О. Блин, а такие когда... Не, ну тогда мне надо предмет с чистым уроном. Суммоны тут есть. Суммоны есть. Но я не буду, короче, юзать суммоны. Агоним, давай. Ладно, спасибо. Спасибо. Почти агоним. 4 морских, 4 бога. Но я думаю, меня все равно антимаг отпердолит. Плюс есть Дум, который может накинуться. Контент так контент, ребята. Контент так контент. Все, погнали. Умеете вы байтить меня, умеете. Через дагер может, что антимаг не достал. Там в любом случае достанет. Я не знаю, там против антимага надо вот просто разработчика поставить, чтобы разработчик там немножечко против него покатал. Боже, как котел задул. Ой-ой-ой-ой-ой. Берем. Надо 10 сейчас надо взять. И на 10 начать ролиться. Правильно? ХП у меня достаточно. Я думаю, много я не потеряю ХП. Я опасаюсь больше Джаггернаута, но если я сделаю себе нефритового генерала в 2 звезды с агонимчиком, все такое, то мне нужен будет предмет 4-го тира найти, который дает этот самый, как его там, чистый урон. А ты кого-то лочил уже? Нет, я никого не лочил, типа у меня вот. Вообще никого. Я просто пока на самом деле даже не знаю кого. Если... не, ну в принципе можно охотников. Ну давайте я, наверное, 10 возьму, а потом забаню охотников. Просто понимаете, если вдруг здесь есть тайд, то мне как бы нужен этот охотник. Если тайдухи нету, то, соответственно... Сами понимаете. Блочить охотников нельзя. Короче, я немножко, наверное, подожду. Мне, в принципе, пока что не критично. По поводу убийц. Я мог бы убийц заблочить, но здесь есть Квапа. Квапа имба. Квапу, ну, Квапу грех не взять. Да, ее там поднерфили с ее шириной способности, но она жестко ломает как бы позиционку противника. Это прям сильный такой нерв. Ребята, 1% шанса на выпадение легендарной фигуры. Кого мы видим? Люблю эту скиллуху. Ай-яй-яй, я думал, нет, не в котла только. Спасибо. У-ху. Двухзвездочного тимага чисто в помойку отправил, там, где ему место. Тебе нужен... Ребята, подождите, мне очень жарко. Чел просто на скилле, тебе, думаю, нужно поучиться у него. Это да. Скилл. Ребята, учитесь, просто показываю вам как надо.
Батя в здании. Ну, это... Не, на самом деле я просто главный нытик авточес, и разрабы немножечко мне иногда подкидывают на такую вот тему. Спасибо за лайки, ребят, спасибо. Спасибо за лайки, спасибо за реакции. На самом деле мне реально могут очень жестко так, ну, законтрить. А ты быстро обучаешься. Так оно и есть. Привет, сколько градусов у вас? 30. Привет, привет, 30 градусов. Очень жарко. У меня еще кондиционера нету, так я вообще тут просто умираю. Панду теперь можно и продать. Ну, как бы, да. А вдруг не легендарка какая-то упадет? Смотри, тебе нужно получить некра следующий. Ну, кстати, а так может и некор здесь в этой катке есть. Мы ж не знаем, 5 фигур залочено еще. А у меня еще есть 10 сердец, как бы. А? У нас тоже 30 давит. Да ну его в баню, эту фигуру. Я на самом деле очень не люблю жару, потому что когда зимой минус 15, мне очень комфортно. То есть я, когда вот такая вот жаре, стоит холода, мне очень комфортно. Очень комфортно. Но когда стоит вот такая вот жарень, я сдохну. Вот когда-нибудь я просто либо растаю как мороженка, и все. Я буду как этот... Кастуй! Сила! Покажи, как торговать на аукционе после каточки. Блин, ребята, это я не смогу, наверное, показать. Надо браузер открывать. На самом деле легко там торговать. Ну, посмотрим сейчас. Так, 3 монетки получу, это будет 6, правильно? Делаем. 6 монеток я получу сейчас, в любом случае. Все, поехали. Надо на берег с палаткой. Не, просто нужен кондиционер, но пока не мам, пока не мам. Я тут только недавно стабилизатор купил. Стабилизатор очень дорогой. Ну его баню. Без него вообще жить невозможно. Кстати, я протупил, я получу меньше денег. Антимага продам. Опа. Опа! Open your third eye and see. Bring this to my bodyguards outside. Wanna try Link Game? I'm not the little mermaid that turns into bubbles. Time to go green. You owe me money. After all those battles. В баню легендарные фигуры. Все, у меня тут есть пожестче что-то. Defeat me first. 6 богов у меня. Один бог лишний, ты лишний. I'm the Khan of the Horde. There's no one I can't beat with my Так, 4 бога. И Горн можно поставить. Стабилизатор чего? Стабилизатор напряжения. Ну, у меня напряжение, чтобы вы понимали, максимально хреновое. Типа, очень... Ну, там просто не передать словами. Там... Ну, сколько у меня? Ну, 120. Не 120, 140, 150, 160. У меня вот такое напряжение зачастую. Кстати, меня тут как-то взорвали больно. А чё меня так больно взорвали? Надо морских поставить. Есть! Плюс бабки. Короче, сейчас надо морских поставить, потому что что-то они мне больно как-то надавали по щам. Правильно? Надо эту ситуацию исправить. Prince, I am the Eggman. May the light bless you. The ocean is singing. Сейчас, ребятки, подождите секунду, надо морских поставить. Not all dancers can stand. Listen and you can hear the sea. Ладно, импресску я продам. Импресску я не хочу видеть. Все, пока что идем дальше в деньги. Идем пока что дальше в деньги. Так, все, чатик вернулся.
Очень холодно в Австралии. Призма, интересно. Но тут Некра нету, к сожалению, как видишь. Тут есть Дух Пятерка, тут есть все остальное, но нету Некра. Я бы Некра с удовольствием взял. Но у меня есть этот молодой. И я на самом деле не хочу посох третьего тира скипать. Посох третьего тира слишком сильная тема. Я вот думаю, куда-то лешего может впихнуть, только вместо кого лешего. Есть идея. Стабилизатор вертикальной наводки. Да, конечно, слабая. Все, Некра в хатке нету. Ну да, кстати, вдруг чего я смогу... Боже, а я дурак. У меня же есть, знаете что? Сумка Пандамена у меня есть. Ребята, сумка Пандамена у меня тупо сидит. А? Бал? Деть. Я хочу ее взять, но не хочу ее брать. Я и думаю, особо не хочу скипать. Дум хороший персонаж, но вот скипну пока что. Пока что скипну и дальше будем по накатанной. Так, ну смотрите, в первую очередь я буду искать Аганим. Правильно ж? Ищем Аганим. В первую очередь. То есть вот эти вот предметы я, в принципе... Ну, кстати, да. Я так не хочу предмет, вот этот щит 5-го тира скипать. Отвечаю, вообще не хочу щит 5-го тира скипать. Я, кстати, здесь мог бы показать вам перчатку и двойные клыки, но... Короче, что делаем? Скипаем щит 5-го тира или не скипаем? Кстати, тут есть чел с щитом 5-го тира. Я вообще не хочу щит 5-го тира скипать, очень нужная вещь. Ладно, слишком сильный предмет, чтобы его скипать. Я пока что тебя закину. Если бы этот предмет не был настолько сильным, я бы его скипал. Но это слишком сильный предмет, чтобы его скипать. Кстати, если получится, упадет перчатка первого тира и упадет у меня двойные клыки, то я, соответственно, возьму двойные клыки, перчатку первого тира и покажу вам немножечко прикольчик. А против кого тут щит? Против всего. Против контроля, просто блок урона. Ну, это он очень сильный, например. А, кстати, да, то нажмешь кнопку и все равно упадет тебе этот. Да иди ты в баню, леший. Опять? Look up to the sky. Да ты прикалываешься. Вы гляньте, как он идет. Let's role play. This is my stage. I may have shrunk, but I can still stun you. Да ты издеваешься. Ну ты прям настойчивый, я смотрю, молодой человек. Ладно, куплю. Пусть будет. Так, Джаггер с крутилкой, окей. 11 стаков. Надо еще откил какой-нибудь. Мне везет, что у него нету посоха третьего тира, очень везет. Я, конечно, из инкама жестко повыходил, но это уже такое. Так, кстати, подожди, а леший мне не нужен, получается. Хотя пусть будет. Одиннадцатый левел? Да я не возьму уже 11 левел. Уже поздновато. А, ты про Кверти. У Кверти, да, 11 левел, кстати. Вот щит, смотри. Ты говоришь, против кого щит? Смотри, видишь вот эту убийцу? Сейчас убийца будет накастовывать свои... с шаловливыми ручками будет накастовывать не свои криты, а я просто возьму его по ваншоту его же критами. Нет, немножко отвлекли.
Не, ну кстати, не, ну у меня 84 хп. Давайте я возьму аптечку священника, типа, ну мало ли. Что-то у меня много, не кажется, что у меня много как-то богов. Но у меня сумка еще 8, ну 8 раз сумку надо еще юзнуть. Я, наверное, потерплю еще пока что. Пока что не буду спешить. Надо духа пятерку ап. О, я что, совсем дурак? У меня Зевс двухзвездочный стоит, я закину в духа пятерку этот, скажите, посох. Ну совсем дурак? Вот этот тимах мне, конечно, не нравится. Он с щитом 5-го тира, опасный челик. Он здесь стоит, значит здесь. Надо поменять местами немножко. Зевс, не подведи! Ну не в Зевса, нет! Ребята, 40 человек на стриме. Накидайте лайков на ютубе, пожалуйста. Не жлобитесь. Но 6 рыцарей меня удивляет. Меня еще удивляет вот этот вот Данил, который играет через цвет. Он делает сейчас дубликаты себе. Вечный стан просто. Тебе нужен просто, тебе нужен предмет на чистый урон. Согласен. Согласен, нужен предмет на чистый урон. Кстати, сейчас они скоро повылетают. Я думаю, мне тут нечего даже брать. 2 раза лайк прожал. То есть ты дизлайк поставил? Я понял, я понял. Я тебя услышал. Не, ребят, просто, ну, поставьте лайк. Не стесняйтесь. Я не кусаюсь. А лайки только одобряю. Спасибо за лайки, спасибо за реакции. Спасибо, спасибо большое. Но пока у Джаггера нету посоха 3-го тира, он 2 звезды, мне на него как-то особо плевать. Плюс дед нету орка-шамана. Вообще вдвойне плевать. Но со шмоткой на чистый урон будет вообще шикардос. Не, первый раз лайк ставится, второй отменяется. То есть ты мне поставил... Я тебя услышал, ты лайк свой скипнул, да? Спасибо за минером, кстати. Кстати, а зачем мне... Ну, Сларк. Сларк или селедка? Я, наверное, селедку поставлю, ну, чтобы Дум, может быть, полетел в него. Вот этого чувака куда-то надо запихнуть. Так, этот дракона вообще перевоплощается. Очень полезный Рубик. Я, кстати, Рубика, может, если получится, в 3 звезды соберу. Мне... Ух ты, ёперный. Блин, ну мне надо, чтобы мне дух пятерка пришел в 2 звезды уже. Чтобы просто не рассчитывать на Зевса и его каст. А как он так кинул? А как он так кинул свою стенку? Можно узнать? А как он так кидать начал? Такого раньше не было. Или было, что он кидал так косо, как и стенку свою, ребят? По-моему, такого раньше не было. Было такое, что он косо так кидал стенку, или не было? Ну? Ребят, спасибо, спасибо за реакцию. Блин, Рубика скипнул. Не, ну вы прикиньте, дух пятерка мне не пришел. Вы прикиньте, за сколько денег мне тупо дух пятерка не пришел. Не багуля, а фишка. Ай, больно-то как. Антимаг отвянет меня. Отвянь! Да! Вот вы спрашиваете, зачем щит 5-го тира? Вот зачем щит 5-го тира.
Затем, чтобы просто аннигилировать всех. Нет, вы посмотри... Наныл. A weary light, you drift into the void like a guest being banished from the world. Подождем, может мне сейчас упадет еще один. Салют, Сань. Привет, привет. Ну что, сейчас если предмет чистого тира, говорю. Сейчас если предмет на чистый урон падает, это будет лютая имба. Вы прикиньте, мало ли того, что камни будут давать по 350 чистого, так они еще и 3 секунды стана накидывают. А? О, что за имбосборка? На самом деле я сам в шоке, что мне фартануло на имбосборку. Давайте, ребят. Поднажмите лайками. Чистый урон. Спасибо. Не, ну может вот так вот придет. Friendship is magic. Пу-пу-пу. Ну ладно. Не приходишь. Ой, черт с тобой, что ты не приходишь. Рефрешер брать? Рефрешер хрень, он не будет работать на меня. Башер. О, башер, кстати, я возьму. Даже предмет на чистый урон мне не надо. Чекайте. Опа. Отхил бы какой-нибудь, вот это было бы вообще шикардос. Но я без отхила тут справляюсь как-то, да? Красиво. 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 My heart is as hard as rock. Надо было раньше запускать стрим, чтобы у меня вот такая вот тема происходила. Чтобы мою черную полосу скипнуть. Ну, антимага шмотки дрянь, если честно. Но Данилу я хочу отдать должное, хорошо сыграл. Ему импресска не пришла. Он сыграл на необычном билде с чистым уроном. Только вот этот предмет надо было отдать, наверное, Сефу, чтобы он чистым уроном бодался. Ну ладно, такое. Да, ему тупо не хватило импресски. Была бы импресска, он бы просто рвал бы всех и вся. Но я его, по сути, законтрил, можно так даже это сказать. Так, ребятки, не забываем за лайкусик. Так, подождите, у меня что-то авточест завис немножечко. Секунду. О, развис. Развис. Так, can I join your game? Можешь, можешь. Почему нет? Сейчас опять мантию покажешь свою, да? Сейчас тут всю дрянь пособираю. Чё, как вам каточка? Я этого духа все вертел. Да его хотел скипнуть, не успел. Ну, бывает, Данил, бывает. Я на самом деле сам удивился, то, что мне получилось вот эту вот сборку сделать. Очень удивился. Ух, аж жарко стало. Давай фановую катку. Давай Некраф танковую под воинами вместо вайпера. Вчера попробовал, прикольно вышло. Но я думаю, под богами сделать. Я думаю, под богами будет намного интереснее. Жалко, в обнове убрали автовые выставления на борде и артов. В смысле убрали? Может, ты в настройках просто выключил? Потому что оно есть. Вот. Горячий, точнее, вот бой. Типа авторазмещение, автоповышение. И есть кнопка, по-моему... Открывать ему магазин, использовать не то, не то, не то. А, реально, походу, убрали? Ну и слава богу, что убрали эту кнопку. Давно пора. Но я надеюсь, чуток удивил таким Акиром. Да, ну,
Это обычная дефолтная сборка, которая играется через дубликаты, только я так понимаю, ты хотел просто сделать, чтобы там было 4 инсектоида. Ну, такое. Я в целом инсектоидов не люблю. Типа, поэтому так себе отношусь. Ты мог этот билд развить еще лучше. Вот, допустим, смотри, у тебя была шмотка на чистый урон. Если бы тебе упала еще одна импресска, ты бы мог сделать себе импресску под чистым уроном. Точнее, не импресску, а SF-ов тех же самых. Либо же разоров. И просто через дубликаты рвать. Так, в игре не был смарта, и вот пару дней назад обновил, зашел. Такая хрень, если честно. Новые персы, интерфейсы, те же предметы. В общем, слишком много кнопок во время боя и эти реликвии. Такой кал. Не, на самом деле это прикольно. Вот если поиграть, это ты поймешь, что это прикольно. Но из-за того, что они не фиксили ни антимага, ни манки кинга, ни инсектоидов, то забудь. Просто забудь. Это такая же хрень осталась, как и была до этого. Ну, тупо ничего не поменяли. Кратко. Давай на инсеках катку. 1000 на карту, и я сыграю на инсеках. Бесплатно я на инсектоидах не буду играть. Слишком очень сложная сборка, чтобы я вот так вот сидел и терпел вот это вот боль и унижение. Давай рыбного ассасина в кора. Рыбного ассасина? А, Сларка. Не того продал. Ну ладно. Ну ладно. На самом деле, мне охотники хорошо идут. Но я и на лустрике могу поиграть, в принципе. Неплохо будет. Есть аптечка. Есть хан. Блин, пока что не буду брать предметы. Не знаю, что брать. За одну монетку, которая... Да ну его в баню, ты что, я его... Его тяжело будет как-то реализовать жестко. Короче, я, наверное, на лустрике сыграю. Мне, конечно, орки идут божественно. Хочу некра. Серьезно, хочу через некра поиграть. Не, нормально. Давай на моих МИП и СФ-акерах. Я расшатал того разработчика, который добавил в игру кнопку с авторазмещением предметов. Я какую-то раскатку слил из-за того, что все предметы влетели из Джаггера в духа бога на бабах. Кстати, осуждаю, если что. Ну, осуждаю. А некор сильный, ты пробовал? Нет, я еще не пробовал. Я хочу... Блин, сори, я еще раз то сообщение прочитал, которое написал выше. И меня просто разорвало. Как же я тебя понимаю. Я, короче, так же сам нажал кнопочку, и тупо у меня предметы из Свена улетели в кого-то, непонятно кого. Я смотрю, мета на этот ролей ушла. Так она давно ушла. Рыцарь — это мертвая синергия, можно так это ее назвать. Пока ее не апнут, или хотя бы не уберут КД между всем, то ну его в баню. Я тоже все не могу бога Некра с призмой собрать. Ну не получается как-то, ну. Его либо нету вот в этом пуле раскрытом, либо же его просто нету в пуле легендарном. Хочется, ну, перехочется, как говорится. Ладно, выходим в деньги. Выходим в деньги. Я, наверное, охотников потихоньку буду покупать. Так, Саня, есть любимые ютуберы у тебя? На самом деле нет, особо нету. Да я даже не особо никого не смотрю. А на секунду. А, есть один. Есть. Называется «Кайфовая девочка». Псевдоним «Кайфовой девочки». А если рыцари под омником? Он же нормально должен бафать эту синергию. Зачем тебе рыцари под омником, если ты забираешь просто омника, ставишь себе богов, и тебе эти рыцари вообще не нужны? Авторазмещение имп. Я про фигуру, а не про арты. А, авторазмещение имп. Ничего не понял все равно.
Что осуждаю? Я осуждаю эту компанию, что они добирают... Ну, я согласен полностью с тем, что ты говоришь по поводу этих разработчиков. Разработчики в действительности, они укуренные какие-то. Ты застал эпоху, когда Кадал стримил? А кто такой Кадал? Омник сам по себе имбовый. Отчасти, да, согласен. Омник сам по себе имбовый, но его можно легко контрить. Ребят, не забывайте, пожалуйста, за лайк под стрим. Спасибо. Спасибо, кто поддержит лайком. Кстати, кто знает, почему я колечко закинул в тролля жреца? Я, кстати, упустил момент. Ко мне приходил этот тип на жрецах. Во-первых, чтобы умер быстрее, а во-вторых, чтобы закастил свою способность против другого жреца. Не знаю реально, на чем сыграть. Даже как такового представления особо нету. Типа через духа пятерку можно было бы поиграть снова. В идеале, чтобы, конечно, мне еще пришел... Пришла аптечечка. Так, вот, пришел ко мне сейчас жрец. Ай, нет! Или да? Или да? Вот так вот, ребят, колечко решает. Колечко решает. На рыцарях. Но только если я буду использовать метовых героев, тогда я смогу сыграть на рыцарях. Давай так. Ладно, короче, беру это. А теперь вот вопрос. Мана плюс 50. Точнее, мана плюс 30 или не мана плюс 30? Простите. Ладно, берем универсальный предмет. Я сейчас уже галочки рядом с именем не... А сейчас уже галочки рядом с именем не ставят, или у тебя пропуск золотой? Не, у меня просто нету сейчас боевого пропуска, я еще его не купил. Чуть попозже куплю. А так ставят. Friendship is magic. Так, ну я ж мобов должен затащить, правильно я понимаю? Я просто работаю в геймдеве и вообще не вывожу за функционал конкретно этой кнопки. Она была никак не настроена на какой-то адекватный функционал. Делал какой-то черт. Просто чтобы, типа, что-то умею. Фу. Так оно так, походу, и есть. Но ее, кстати, убрали, как я вижу, в действительности. Даже из настроек ее убрали. Типа, это плюс. Это объективно плюс. Не, ну я должен мобов затащить. Да, затащу, отлично. Фух. А я переживал, сидел. Трусики промокли даже. МК и АЭМа под рыцарями. Добавь еще несколько секов для баланса. А ты, я смотрю, любишь такую хардкорную игру. Оу май, сюда. So long as the armor is still here, the knight alive with the blood of devil. Ну что, каковы шансы, что ко мне придет все-таки некр? Будет ли некр или не будет некра? А? Я сейчас аптечку не буду юзать против них, хотя...
Я 2 опыта получу. Не, я не буду юзать. Ах, вы ж какие... Wanna try Link game? Так, а балансера почему еще не уволили? Надо, чтобы и балансера уволили тогда. Ну вы посмотрите, что они делают. Вы посмотрите просто. Раз, два, три. 3 жреца. Крысюки, вы, какой крысюки. Нехороший. Ладно, заюзаю. Плевать. Плевать, аптечку заюзаю. Хоть сколько-то на опыта буду получать, правильно? Feel the fire of the phoenix. Инсектоиды прут. Реально инсектоиды прут. Так, вот этот чел ко мне приходил. Получается... Талала ко мне приходил, да? Да, Талала ко мне приходил. Нужно, чтобы ко мне пришел Сингхонг вот этот. Сингхонг ко мне приходил раньше, но уже обновились как бы. И БТР, короче, нужен, чтобы пришел. Я думаю, у тебя катка выйдет. Благодаря золоту из мобов быстро выходишь в бабки. На устрике легче стало играть. Так еще и аптечка есть. Вообще имба. Да, но тут понимаешь, тут еще пару типов, которые играют на лустрике. Мне самое главное, чтобы они сейчас не сбили мой лустрик. Вот это вот самое главное. The blessing of nature is the source of my power. Я бы еще баф людей поставил, но я не хочу баф людей ставить из-за них. Бохорг будет один. Второй непонятно, что будет. А, еще один бохорг, кстати, собирается. Понял. Забавно. Ладно, короче, раз я баф людей не буду ставить, то просто выйду в деньги. Быстрее выйду в деньги, быстрее, соответственно, все получу, правильно? Но за баланс это вечные холивары во всех играх. Тут же нужно учитывать не только комфортно ли игрокам, а и то играют, то ли вообще в игру. А только аудитории нет. Можно правки по балансу отложить. Да ну как сказать. Ну, баф людей уже он будет такой мизерный. Как по мне. Опять, ребят, кстати, смотрите. С помощью колечка переиграл другого жреца. Ну, там, ну, 3 опыта, ну 2 опыта, точнее, получу за баф мобов. Стоит ли оно того? Rain, hellfire, burn them all. А, я, кстати, моба могу сейчас откиснуть. Да, у меня стол слабоват, конечно. Могу не вывести это 2 сейчас. Сейчас, конечно, посмотрим. Или вывезу. Так, GMBX Squad, привет-привет. Иду впервые за 5 лет на трайкряке. Ну, пузика на удачу, удачи. На халяву чего бы и нет. Ну просто, ну, 2 опыта, как капля в море. Ну да, тут я согласен. Если смотреть вот так вот, то это много. A true mage never holds a sword. Если бы чилы не играли там на лустрике, я бы, соответственно, немного по-другому свой билд делал. Но там 2 чувака... А Син Хуанг ко мне уже приходил? Приходил. Окей, все, можно тогда по-другому играть сейчас. Можно сейчас пытаться по максимуму, по минимуму получать. Точнее, максимум по минимуму получать.
А я... Быстро. А у некромана, да, у некромана. Nature knows what to do. У него чистый урон и мана, поэтому мне нужно несколько будет предметов третьего тира. Спелпризм мне 100% необходим будет. Посох третьего неважно. Может быть, драконы, боги под некра? Сорян, за Марк с маленькой буквы без негатива. Сейчас, секунду. Так, при том же еще и Марк скинчики покупает. Значит, все правильно в игре работает. Вот как танки. Сколько там уже траблы с балансом, а люди один хер по 10к на коробки каждый раз тратят. Значит, все норм. Но там и аудитория намного больше. И все-таки, ну, баланс там некий да присутствует. Ну, намного лучше, чем здесь. Тут уже больше, чем полугода. У тебя просто антимаг и Манки Кинг тебе все лобби рушит. 90%, ну не 90%, ладно, это слишком много. Ну, сколько процентов? Вот сколько процентов сборок сейчас ломает конкретно вот один антимаг? Всю нежить почти ломает один антимаг. Потому что один антимаг взрывает всю нежить, потому что у них есть мана. Вот так вот. Вот, 70-80% примерно. Вот я так же самое считаю, что слишком много антимаг ломает сборок. Один антимаг. Даже Манки Кинг так не ломает, как все остальные. Но Манки Кинг ломает по-другому баланс. Раньше хорошо было, за одну монетку было все обратно, все классно было. Да, либо в легендарный тир его верните, чтобы он был с Манки Кингом. Либо же просто добавьте КД элементарно и все. Когда будет тест нового героя? А, кстати, я же забыл показать. Сейчас после катки я покажу вам, как я играл на новом герое. Я там так губы стер в порошок. Надо, кстати, уже какой-то стол себе покупать, потому что у меня очень слабый стол. Ай, кстати, а в этот раз мне не повезло. Ой-ой-ой. Прикиньте. В этот раз мне не фартануло. Обалдеть. Ладно. A true mage never holds a sword. Step away Прикольчик, да? from my revenge. Join my immortal. They look sick of living. Let's cure that. Надо уже подготавливаться к следующему раунду с мобами. Пф, а там бабахи рта не ломают рандом? Или по 7-8 ПТ в команде сейчас? Это ты просто больше погружен в шахматы, поэтому тебе тебе так и болит. А скилловому танкисту скажи за баланс, он реку наплачет. Никак не мог реализовать его, вот и подумал, что фигня. Сколько баночек? 12 баночек у меня уже. Ну, новый герой это фигня полная. По поводу танков, я просто не игрок в танки, поэтому да. Тут я ничего не могу сказать. Если сейчас я больше, ну, сколько, за каждую баночку получу по 3 хп, то, в принципе, будет отлично. Я, в принципе... О, да! Is power. Wanna try? Ребятки, ну вы видите это сами, да? Spell demon. Сюда эту вкусняшку. Сюда. О, тролль пятерка раскрылся там у ребят. Блин, надо как-то сделать расстановку сейчас еще более-менее грамотную. Но и мобов должен затащить к 100. Если сейчас Мора упадет, кстати, я сразу туда шамана не глядя закидываю. One step away from completing my revenge. Ладно, без Мамора обойдемся.
Все, 1 раунд остался. «27 хп. Итак, ну что, юзаем баночки. Чекаем. 27 хп. У-у-у! Ребята, сколько... Так, лич уже есть в катке. Сколько я получил хп? Ну-ка. 73 минус... Да, блин, 73 минус 27. А, на 3,5 за баночку, в принципе, отлично. Я вообще шикарно, на самом деле, сейчас хпшек себе восстановил. Я не особо, знаете, хочу даже скипать сейчас реликвию. Знаете почему? Потому что, типа, с этой реликвией... Ага. Ага. Понял. Ни слова больше, молодой. Нужно медальон искать. Я, короче, не особо хочу скипать сейчас эту реликвию. Она мне пригодится. You see that? Вот это вот реликвия на яйца. You probably shouldn't eat this. May the tune of spirit. You make me. I'm not hero, but I can bring heroes back. I'm not hero. Хан есть. Просто мало ли мне сейчас 2 орка-жреца падают, и все окей. Но мне надо против вот этого вот молодого что-то собирать. Медальон нужен по-любому. Типа, если мне сейчас падает орк-шаман 2 раза, то я, соответственно, юзаю вот эту вот реликвию и получаю за нее яичко. И с этим яичку я уже начинаю чудить. Marine clan for dinner? Можно, кстати, фулгорн еще поставить. Ясно. I'm Hermes! The chakra. If you continue to say it's fly away here, if I'm Hermes! Может быть, 11 апнуть. А как его апнуть? Через людей? Надо, наверное, немножко из инкама выйти. Что-то у меня туго. Join my immortal army. In the end, light will be eaten up. Пусть будет пока что вот такой вот у меня билд. Через немножко жрецов. Вражеский дум неприятно. Ох, шаман под крутилкой. Прикол, прикол. High five! Bring this to my bodyguards outside. Who do you think you are? Wanna try Link game? Explosions, the only true art form. Прикиньте, все бабки сролил и не получил желанного. Friendship is magic. О. Блин, минера надо скипнуть было. Зато зверь 4-5 раз упал. Так оно так и есть. Вот так я тут еще и раунд, походу, выиграю, да? Обалдеть! Сюда давай. Хотя ладно, и... Халявный ролл есть халявный ролл. Spirit Rhino, protect our warriors. Да. Как ситуация резко из хреновой может превратиться в отвратную?
Так сказал, рискнул, но риск ну, неоправданный. Фу, как же жарко. Есть один секретный герой. Как вы думаете, что там будет за секретный герой? Самый забавный факт, что я самый первый сейчас 10-й вышел, и кто-то найдет по-любому орка-шамана сейчас себе в 2 звезды. Раньше, чем я. Еще один барабан войны, это хорошо. Все нам не надо. The Agra spirit will eventually become human. I'll plunge them into the deep. High five. High hoof. I am the god of war, boy. Блин, а кого мне брать-то? Надо еще медальон себе найти обязательно. Без медальона мне будет очень туго тут в этой игре. Ставлю на импресску. Ну, кстати, импресска может упасть. Все так. Ой, какая ты падла на суммонах. Просто, чтоб ты долго жил. Некр. Но на некра у меня что? Ничего нет. Некр в катке есть, но мне не падает. Такой бред. Да ты издевайся. Ну ты можешь дать мне нормальную фигуру? Ну что это начинается? Человеческую, дай фигуру. Ой-ой-ой, как же там много бога-жрецов. Да, но я хотел, но он мне не падает. Грустинка. Мне надо еще посох настакать каким-то образом. Не, если придет некор, будет круто. О, медальон. Наныл. О! Яйцо, пожалуйста. Экстаз. Это экстаз, ребятки. Это экстаз. А, понял, тут пятерочка там уже 2 звезды. Фух, сложная игра. Что за сайленс? Я кому-то винстрик сбил. Чего? Кстати,
Марк собрал себе 4 богов морских и 4 духов. Есть еще 2 бога-жреца. Надо медальон еще все-таки один найти. Я не хочу, знаете, детских неожиданностей всяких там. Лич. Оу, воу, воу, воу. Лич, ты серьезно? Как я люблю орка-шамана. Ой-ой-ой. Никогда он против меня. Лич в 2 звезды с медальоном. Что мы можем придумать против такого лича? Во-первых, нужна мастерская бума, шар бездны. Вообще ли нужен драконий рог просто? Сильный лич. У него посоха 3-го тира пока что нету, но все равно лич очень сильный. Морских. Но у меня есть 2 морских. Если поставлю 4 морских... Насколько это будет успешно? You're honored to meet the esteemed East King. But the way you speak, I don't like it. Не нужен. One step away from completing my revenge. I used to be a painter. Then I took an arrow in the knee. I'm an east. The ocean is. I'm the Khan of the Horde. There's no one. Life. I'm not a hero, but I can bring heroes back. I'm not a hero. May the tune of Spirit Rhino protect our warriors. Сандер, привет-привет. Так, ну вот Марк, окей. Давай посмотрим. А что за баш? Сайленс не вечный, конечно. Некра он нашел себе, кстати. Я тоже хочу себе некра. Прикольно. Рубик стырил мой скилл. — 24 хп у меня. Это прикалываешься. I am the sword and shield of shaman, not the weak bro. I may be little, but I can make a big difference. Надо от этого жреца как-то вынести. Смотрите, прикол в том, что я даже, несмотря на то, что я самый первый почти нашел, точнее, самый первый вышел в 10 уровень, все равно вот такая вот поплава. Да, не знаю, на самом деле. Я, типа, хотел немного другую сборку, но у меня немножко жрецы получились. Типа, пока что пусть немножко будет со жрецами. Тем более антимага еще и стырил. Да, жрец боги.
Но я не эту хотел сборку, если честно. Другой немного. Никогда в жизни не суммонь Террорблейда мне больше. Да ты прикалываешься. Ты можешь дать мне то, что я хочу. Алло. I'm the unique one. Bring this to my bodyguards outside. I'm not hungry. It's a pity to throw it away. У меня есть Фулгорн. Давайте так, кто-то выносит этого жреца и остаемся один на один махаться. Агоним или нет? Агоним или нет? Агоним или нет? Маска. Ну, в принципе, не так уж и плохо эта маска. Диаботикал. О, Некра стырил. Точнее, воскресил. Мне, кстати, ни один некр не пришел за игру, если чё. Уху, вот это дамаг. А нормально так там некр там накидывают. И ты сюда. Turn up the music. Do you hear the beat of victory? Надо было щиток. Щит имба, но я агоним. Понимаете, я сейчас рискую. Мне нужен агоним. Вот у меня сейчас ранний 10 уровень был, но я не чувствую себя от слова совсем уверенным. Вообще не чувствую себя уверенным. Потому что, во-первых, есть Марк сильный. Во-вторых, есть этот ребятенок сильный. Плюс мне не пришел... Ну, мне только Орк-шаман пришел ранее, окей. Можно на это как бы сместиться. Но все равно все не то. Все очень даже не то. Я немного на другое рассчитывал, если честно. Мне сейчас очень больно просто будет в моменте. Отвянь со своим сайленсом. Алло, это мой сайленс, не твой сайленс. Понял? Все, давай. Откисай, сладкий. Пора в могилу. Дос-видос. Я очень хочу некра попробовать. Типа, очень хочется некра. Ну, в этой катке, кстати, я сейчас, если А, его сбил на инстрик, все-таки окей. Агоним нужен, без агонима тяжело. А как ты отхилился? Дай мне винстрик. Нет! На последних секундах. Лич. О. Ты можешь апнуться, Хан, чтоб я тебе просто не пытался собирать? Не очень хочется. Но я хотя бы стаки не просрал на посохе. Но в любом случае агоним мне нужен. Хочу этого или нет, агоним мне нужен очень срочно. Очень срочно нужен агоним. Призма. Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо, БКБ сюда. Bring this to my bodyguards outside. I'm not hungry. It's a pity to throw it away. Все или ничего? Такой мой девиз сейчас на эту игру.
Духа пятерки нету. Бедный Шаман Солнца. Ты его раз 100 покупал и продавал. Такая у него судьба нелегкая. Все, до свидания. Вечный сайленс. В могилу, ребятки, в могилу. Arrivederci. Слышь ты, легендарный чертильник. Я на тебя смотрю. Ты сейчас должен ко мне прийти. Если ты сейчас ко мне не придешь сию секунду, поверь, я тебя на таком рынке продам, что ты будешь молиться богам. Я сказал еще раз, если ты сейчас ко мне не придешь, тебе торба. Некор. Let me heal the wickedness of your soul. Я не хочу его пока что продавать. Ну такая добротная катка, согласитесь. Так, Марк. Марк, пора в next. Все, давай, Марк, давай, все, пока. Спасибо, что ты поиграл со мной, пока. Смотрите, сейчас Марк отлетел, и мне сейчас приходит некор, но тот чел отлетает, смотрите. А нет, живет. Явился, падлу, не запылился. Ты глянь на него. Ну чё, ребята, как вам показал только что скиллуху, как точнее, жрец, ну, этот дух пятерка, короче, пришел очень быстро, с ранним 10 уровнем. На каком раунде я взял себе 10 уровень? Кто-то может написать в комменты? Ой, в комменты, сейчас в чатик. Хорош, некор был сильнейшим. Кстати, да. Некор показал только что класс, как надо разваливать кабины. Ребята, на секундочку. Некор был вообще атас. Ну, согласитесь. Красиво, красиво. Ну, короче, вот некор был у Марка, но Марк, к сожалению, немножко его не раскрыл. Немножко не те предметы упали. Ему бы спел призм и агоним, и он бы разваливал. Так, сейчас, ребята, секундочку отойду буквально. У меня тут кошка сейчас двери вынесет просто немного, и я как раз воды налью. Все, секунду отошел. Я на месте. Так. Я не смог найти агоним. Я хотел призму и агоним, но не повезло с предметами. Да, тебе там люто не повезло с предметами, но по сути у тебя прикольный такой билд получится. Что ж такое? Что у меня авточест зависает иногда? Что за бред? Авточест. О, спасибо. Ну, у него хороший, ну, типа, хороший некор, ему хорошо он пришел, мне очень тяжело он шел, и, к сожалению, я не смог его раскрыть из-за этого. Ну, ладно, ничего страшного.
Бывает, бывает. Короче, ребят, смотрите, я хочу сейчас одну каточку фастовую катануть, ну, чисто быстрый режим, и буду заканчивать на этом стрим. Потому что мне уже время, надо будет заканчивать. Чисто быстрый режим катну. Может, там повезет Некра собрать, кто знает. Я же говорил, что катка выйдет. Некр-талисман. Некр-талисман. Это, знаете, я как-то... Стоп. Вспомнил. Я хотел показать вам нового героя, как я попробовал его собрать один раз. Так, это вам показывать не буду, это тоже не буду. Так, смотрите, вот здесь я пытался ТБшку записать, но изначально была идея записать у меня, соответственно, не ТБшку, а собрать нового героя. Новый герой мне вообще не шел, я такой думаю, ну, соберу ТБшку, попробую, посмотрю, что из него выйдет такого. Вот, вышло, вы сами видели, топ-7. Так, ну это я записывал. Так, где? Во. Где он? Во. На 20-м раунде, если что, ко мне пришел он в 3 звезды. Сань, ты не знаешь, эта игра на iOS есть? Да, конечно, есть на iOS. Т3 ТБ на топ-7, прикольно. Так вот, на 20-м раунде я собрал себе богиню войны, вот такой вот у меня был стол, это синергия вот такая вот, то есть полуорки, боги и все такое. Я изначально думал, что скорость атаки влияет на каст его способности, но, ребят, нет, не совершайте мою ошибку, вообще не совершайте мою ошибку, это полный бред. 8-е место сильно. На 20-м раунде, и у меня было 75 хп, если что, там, ну там приблизительно, короче, даже винстрик был. Некр наносит 4К 1 секунду, но я не нашел хороший предмет. Да. Не, если бы ты нашел хороший предмет, и агоним, спелпризм, плюс рефрешер, хотя рефрешер под богами ему вообще не нужен, то это развал. Некр хороший персонаж, мне очень нравится этот Некр. Кстати, вот просили быстрый режим показать вам. Вот я сейчас вам покажу быстрый режим. Я там научился, скажем так, ну, не своей, скажем так, сборочкой, но тоже довольно-таки интересная сборка. Вы ее все знаете, это боги-жрецы через Керри Лину. Только я вам покажу стратегию, если получится. Там тоже, знаете, надо скилл иметь. Хоть у тебя и 10 монет со старта есть, тебе могут не прийти фигуры, которые нужны. Фу, жарко нереально. Умру скоро. Я просто не хочу вентилятор включать, потому что если включу вентилятор, вы будете слышать, как у меня пропеллер на фоне работает. Шумоподавление не поможет здесь. Ну давайте, фаст-катка. 10 минут, всем конечная. Опа, усиление. Мне оно, конечно, не надо, я в это усиление не особо верю, поэтому в баню это усиление. Вот это мы берем, вот это мы не берем. Вот это берем. Не, ну ты прикалываешься? Конечно, сильно мне пришло. Если ж это очень ужасный ролл. Мне сейчас пришел, типа... Могло получше быть. Вот как у ребят, например. Моя удача, короче, закончилась после предыдущей катки. А кто-то играл вообще в этот быстрый режим? Что скажете о нем, как он вам? Let the hunt begin. Wait for my signal and play it by ear. Я любил быстро побегать. Привет, смотрю тебя недавно, ты являешься единственным русскоговорящим стримером этой игры. Нет ли у тебя в планах снятия ролика по самым сильным синергиям, сборкам в игре? Пока особо нет, у меня есть гайд. Ну, точнее, я пытаюсь гайд записать. Пока что, вот, я, скажем так, приспосабливаюсь к игре и хочу записать гайд для новичков. И там будет много такой информации интересной, плюс сборочки будут, которые самые метовые. Ну, поверхностно, конечно, все это будет. Ну, такое. Вот, как-то так. Что-то, короче, как-то мне не фартит.
Не идет. Вот не идет и не идет. In the inn. Короче, чтобы играть в этот режим, Eaten up. нужно с самого старта собирать себе людей и играть через людей. Тоже стратегия есть. На 5-м левеле баф людей выставляешь, идешь быстро в 12-й, что по кайфу собираешь. Но я собираю себе так: 4 бога, Лина Керри, можно Вич Доктора, можно Хекс добавить и просто так же самое через баф людей. Ранний баф людей самое главное получить. Получаешь ранний баф людей, 12-й, все, рвешься в 5-ю точку. Тут, кстати, дух пятерка еще есть. И Зевс. Вообще шикарно. Просто рано надо, чтобы люди пришли. Если рано люди не приходят, то это поплава. Тогда уже сложно за темпом следить. Тогда тебя уже начинают очень больно бить. Free from death. Вот мне как бы один человек вот только что пришел. Ладно, черт с тобой. One knight, one horse, more powerful than 1,000 soldiers. Пригодишься. На самом деле, я надеюсь, что мне здесь получится некра найти. Хочу некра попробовать. На 3-4 мало шансов людей найти. Я до 5-го куплю бабки, там еще. Да почему мало шансов? Типа, смотри, у тебя в первом тире есть СМ-ка, во втором тире у тебя есть Лина, в третьем тире у тебя есть собака, легионка. Ну, омника, конечно, нету, но у тебя есть собака, легионка. В принципе, норм. Так что шансы я не скажу, что там маленькие. Просто зависит от твоего скилла. Если у тебя скилла недостаточно, то ты же сам понимаешь. Вот мне, допустим, сейчас ни одной ЦМ-ки не пришло за вот это вот время. Кто-то видел ЦМ-ку? Я, допустим, не видел ЦМ-ку. Мне, кстати, предметы сейчас неплохие падают. О, можно новый... Ну ладно, потом. Можно попробовать нового героя просто в комплект еще докинуть. Чисто по приколу. Хорошая игра. Спасибо. Наконец-то. Наконец-то ты пришел. А вот теперь можно и в 12 идти спокойно. А, там чел тоже нашел себе уже баф людей, вон. Т1. Кстати, он против меня. Просто адекватного усиления нету. Новый перс мусор? Да. К сожалению, да, новый перс мусор. Боже, 36 хп. Хватит мне бить. Хватит мне наказывать. The ocean is singing. I'm not a hero, but I can bring heroes back. I'm not a hero. Хорош. А, читал. Это я читал. И новая синергия, я так понимаю, тоже бесполезная. Но я ей на самом деле применения не нашел, поэтому я, знаешь, и на видосы спрашиваю, типа, если кто-то нашел применение ей, то дайте мне фидбэк, потому что я не нашел применения новой синергии. Поэтому я, наверное, как и многие, сидят в полном недоумении, куда эту синергию можно припихнуть. Она слишком слабая, эта новая синергия.
Оу, хорош. Я, конечно, здесь откисаю, походу. Да не походу, 100%. Пока что у меня еще слабенький стол. Ну, 36 хп. 27 хп, это плохо. О, хорош. Горный вождь раскрылся. The ocean is singing. А что ты стырил? Это что за способность у него? Способность неизведанный мир или как? Способность связаться с разработчиками онлайн? Да, я тоже хочу сделать этот видос с новым некром. Типа очень хочу, но пока... I'm a magic you. You know nothing about drawing Agarth. Your everyday girl. My flames can. You make me happy. Может, сейчас и увидим этого некра в действии, так сказать. Добавь на скиллуху. А все может быть, кстати. Не, ну посмотрите, сколько он наваливает урона уже? Хоть у меня и нету спел призма, но... 7800 урона. А что у тебя 7800 урона чистого, молодой? А, понял, почему перчатку нашел. Окей. Окей. Но так как некор у меня чистым бьет, в этом нет никакого смысла, правильно? Ой, шаманчик нашелся. One horse, more powerful than 1,000 soldiers. Я думаю, БКБ лучше. О, Свен. Ах ты ж падла, ты еще и сюда присумонился. Ну, благо ты не под демонами. Хоть какая-то радость. Я забыл! Простите, пожалуйста. Забыл, что там энигма была. Из головы вообще вылетела. Ну там и без меня ее раскрыли. Опа. Хусик чистым уроном, кстати, бьет. Видели? Где он? Где он? Или он уже сдох? А, вот он, Хусик. Хусик под перчаткой чистым уроном. Ну, кстати, тоже прикольно. Вот эта перчатка, на самом деле, добавляет вариативности. Очень хороший предмет. И вот что брать? Ну, я думаю, щит 5-го тира брать. Хочешь, не хочешь, но щит 5-го тира имба. Join my immortal army. Я возьму щит, короче, 5-го тира. Охотников под перчаткой. Ну, охотники это такое, там и ведьмаков можно поставить. А вот именно вот Хускара, у него же пассивка выжигает магическим, а будет выжигать этим чистым. Сильно? Сильно.
Кстати, яйцо здесь 3 монетки стоит, на секундочку. Так, 12 у меня уже есть, в принципе, окей. You make me happy. I am inevitable. Берем некра. Берем и делаем красиво. Берем некра. Familiar smell of rust. Is my drink here? I'm not here. Hey! I heard you call Короче, me ребята, little. если кто-то хочет в быстрый режим играть, я рекомендую вот этот вот билд. О, Ускар остырил. Так, что по некру? Бэм. Бэм. Не, как-то мало. Ну, 3200. Бэм. Минус 53. Скин красивый. Скин обалденный. Марк, спасибо тебе за скинчик еще раз. Скин обалденнейший. Марк подарил. I'm an Easter egg. You found me. На самом деле, какой смысл? Чел играет... Вы просто вдумайтесь. Чел даже в быстром режиме 0 IQ и играет на инсектоидах. Просто вдумайтесь. В быстром, мать его, режиме играть на инсектоидах. Серьезно? Да. Не, надо, короче, попробовать в одном ролике сделать именно конкретно Керри Некра. Я надеюсь, у меня когда-то это получится. Я вам покажу Керри Некра во всей красе, с Аганимом, с призмой, через богов, через что там, через драконий рог и. Ну, рефрешер не надо. Ну, короче, я думаю, будет прикольно. А тут на Сика тяжело играть. Странно, как он топ-2 взял. Он просто перестроился в моменте, вот поэтому он взял себе топ-2. Хотя предметы у него приятные. Ну, короче, такой. Вот. Терра, привет-привет. Так, ребятки, я буду заканчивать стрим. Не получилось немножко даже в быстром режиме сделать Некра. Ну, ладно. Я уверен, что у меня получится в будущем сделать ролик с Некром. Так что вот. Ждите. Терра, одне питання. Ну, давай. Так, ребята, а всем остальным всем огромнейшее спасибо, кто был на стриме. Не забудьте поставить лайк, соответственно. Вася Василь, опять я в конце сам зашел. Ну, Вася, ну, будет этот, скажи, реплей. Посмотри реплей обязательно, я думаю, тебе понравится. Спасибо всем за стримчик, спасибо. Всем удачки, не забудьте лайк поставить. Силиконову смазку, як в автомагазині, можна використовувати для вентилятора? Може, ти шариш? Смотря для какого. Вообще можно. Но там должно написано быть, что для смазывания вот этих вот вещей. Если, соответственно, там не написано в этой силиконовой систематике, я понял, нет, я имею в виду, на самой смазке должно быть написано, что оно должно мелкие вещества связывать, потому что они же отличаются. Силиконовая вот эта вот смазка, она может быть намного густее и тому подобное, она может застывать. И, соответственно, она может не так хорошо смазывать вентиляторы, шарниры, вот эти вот всю хрень. Только зашел второй просмотр. Ну ты посмотри на упаковке, оно же должно на упаковке быть написано на вот этой вот силиконовой смазке. Чат GPT забей, серьезно. Скинь, можно или нельзя, серьезно. Просто фотку кинь ему, он тебе скажет. Да в чат GPT вбей, так быстрее будет. Так, ладненько, ребят. Все, всем спасибо за стрим. Спасибо за лайки. Было круто. И до следующего стрима. Напишу в Телеграме. Тоже подписывайтесь, не забывайте все такое. Я думаю, вам тоже все понравилось.